Приветствую на канале SQL Dev. На панели инструментов PL/SQL Developer есть вкладка Tools. Она содержит подборку интересных утилит, некоторые из которых мы уже рассматривали ранее, такие как Code Assistant, автодополнение кода, а также Beautifier, форматировщик. Ссылки на эти видео будут в описании. Экспорт DDL структуры объектов. Приложение позволяет экспортировать DDL-структуру объектов пользователя в скрипт для переноса в другую базу данных или для резервного копирования кода. Утилита расположена Tools, Objects, Export User Object. В окне нам доступен грид с перечнем объектов. Если ничего не выбрано, будут экспортированы все объекты схемы. Можно воспользоваться выбором с зажатыми клавишами Ctrl. Клик в левом углу грида выделит все строки. Повторный клик снимет все выделения. Клик по правой части названия колонки задействует сортировку. Двойной клик на любом заголовке колонки грида отображает небольшой локальный фильтр, который использует выражение column_name_like. Он позволяет выбрать список объектов, используя символы подстановки выражения оператора like, процент и знак вопроса. Однако стоит помнить, после применения фильтра в любом случае нужно выделить нужные или все отфильтрованные объекты, которые необходимо экспортировать. Если этого не сделать, то экспортироваться будет вся схема, и локальный фильтр проигнорируется. В контекстном меню есть возможность сохранить и загрузить как выделение объектов, так и локальный фильтр. Далее выбираем схему для экспорта. По умолчанию используется текущая. Список чекбоксов позволяет включать или исключать из скриптов привилегии, storage, префикс со схемой владельца. Радиобаттон справа настраивает файл сохранения. Все объекты в один SQL файл, каждый объект в отдельный файл, плюс главный SQL файл со ссылками. Каждый объект в отдельный файл, но спецификацию тела пакета в один файл. Выберем целевую папку и имя главного SQL файла. Обратите внимание, все папки указанного пути должны существовать. Кнопка «Экспорт» запускает процедуру. По кнопке «View» можно просмотреть главный файл экспорта после завершения операции. Он откроется в окне команд Command Window и будет готов к выполнению. Последняя кнопка копирует скрипт настроек экспорта в буфер обмена для запуска из командной строки. Если вам интересна тема автоматизации некоторых задач Developer, используя командную строку и скрипты, то я сниму видео на эту тему, когда наберется 50 лайков под этим видео. Экспортированные объекты схемы выглядят следующим образом. Мы имеем главный SQL файл, который мы уже видели в Command Window, а также по одному файлу со своими расширениями на каждый объект схемы. Другие настройки экспорта объектов. Обратите внимание, для правильного сохранения кодировки кириллицы в UTF-8 нужно указать в настройках Always UTF-8. Есть возможность изменить начальные и конечные строки главного файла экспорта. Находим корневую папку Developer. Для установивших Developer локально это папка Roaming. Для установивших приложение глобально папка будет находиться в Program Files в зависимости от разрядности приложения. Переходим в папку Scripts. Нас интересуют файлы Export User Objects. Подробнее об экспорте объектов можно почитать в разделе 23.6 Export User Objects. Руководство пользователя. Спасибо за внимание. Всем добра. Нас интересуют файлы initialize,
Initialize Export User Objects.